Действие происходит в мире, где люди одержимы статусом, и их ценность определяется тем, какие бренды они носят и какие предметы роскоши у них есть. От ярких ювелирных изделий до современных гаджетов и шикарных автомобилей – все это здесь. Тех, кто богат, обожают, в то время как низшие классы едва сводят концы с концами. Сцена переключается к Лоре Палмер, амбициозной, стремящейся к высотам женщине в кино. Она на встрече с новыми писателями, которые с нетерпением представляют свои сценарии, но, слушая их, Лора не может не почувствовать, что сценарии скучные и не вдохновляют. Она надевает профессиональное лицо, делая вежливые комплименты, при этом сохраняя улыбку, скрывающую ее истинные мысли. Затем выходит Тони, ее муж, с сценарием, изначально похожим на обычную любовную историю. Но когда он делится им, что-то меняется. Лора понимает, что этот сценарий не просто вымысел, а отражение их собственного сложного прошлого. Каждое слово отзывается болью и страстью их отношений. Выясняется, что Тони и Лора на грани развода. Тони, отчаянно пытаясь все исправить, просит Лору пересмотреть свое решение. Лаура отказывает ему, ей все это надоело. Зависимость Тони от алкоголя разорвала их отношения, оставив его в стороне от их жизни и потребностей дочери Анны. Когда Лаура уходит, Тони зовет ее, его голос дрожит. «Ты помнишь, что сегодня день рождения Анны?» Словно пойманная врасплох, Лаура колеблется, затем лжет, говоря ему, что вспомнила. Но на самом деле она так поглощена работой, что совершенно забыла о дне рождения дочери. Лаура сталкивается с Альбой, соперницей в бизнесе. С привычной уверенностью Альба сообщает Лауре, что миллиардер-улитка ищет человека для своего нового проекта, и Альба уверена, что это будет она. Услышав это, Лаура врывается навстречу, стремясь столкнуться с Себастьяном, сыном улитки, по поводу слухов о новом бизнес-партнерстве. К ее гневу Альба была права. Себастьян пришел, чтобы завербовать ее. Эта новость бьет Лауру, как удар в живот. Но насмешливая усмешка Себастьяна над удачными часами, которые она всегда носит на важных событиях, доводит ее до предела. Она сжимает кулаки, но как профессионал остается спокойной. С улыбкой, которая едва скрывает ее гнев, она поздравляет Альбу с новой возможностью, хотя внутри она кипит. Позже Лаура, собираясь в Барселону на день рождения Анны, получает шокирующую новость. Альбу отверг улитка за то, что она не соответствует его невероятно высоким стандартам. В неожиданном повороте судьбы улитка связывается с Лаурой, предлагая ей партнерство. Он признает силу ее компании. И вот так мир Лауры меняется. С возможностью всей жизни на кону, Лаура звонит Тони, прося его заменить ее и отпраздновать день рождения Анны вместо нее. Она объясняет, что получила предложение, от которого не может отказаться. Но Тони, застрявший в аэропорту в огромной толпе, не может прийти. Тем временем Кристиан, помощник Лауры, приносит тревожные новости. Всего за один день 3 самых богатых человека в мире таинственным образом погибли, включая известного папу из греческой церкви. Лаура, заинтригованная, начинает задаваться вопросом, что происходит. В аэропорту Лаура уже почти садится на частный самолет улитки, когда Кристиану говорят, что он не может лететь. Улитка пригласила Лауру, и Кристиан осознает, что нужно отступить. Лаура на самолете, и она в восторге. Она собирается лететь с одним из самых богатых людей в мире. Когда она устроилась на своем месте, она завела разговор с лысым мужчиной, которого пригласил Снейл. Мужчина упоминает о загадочной смерти миллиардера. Лаура не обратила внимания на новость. Это зубы мужчины. Зубы начинают светиться, и она не может отвести взгляд. На борту самолета Лаура и Тони были вынуждены отмечать день рождения Анны через видеозвонок. Но их дочь не была этому рада. Она была расстроена, недовольна родителями, которые всегда были слишком поглощены своей жизнью, чтобы заметить ее. «Я устала», — сказала Анна и отключила звонок. Лаура думала, пока самолет снижался. Она посмотрела в окно. Это была не Барселона, это была Аляска, замерзшая и безлюдная. Она вышла из самолета, и ветер был холодным. Ее дыхание явственно видно было. Кто-то ждал ее, кто-то, кто подумал обо всем. Сани, которые тянули волки в теплой шубе, чтобы защитить ее от холода. Лауру быстро отвезли в золотую шахту улитки, не для бизнес-встречи, а для дела, требующего немедленного внимания. Улитка собрал всех здесь не только для обсуждения своего грандиозного нового проекта, но и чтобы избежать хаоса, творящегося в мире снаружи. Однако больше всего Лауру поразило спокойное, пугающее знание улитки.
За последние 24 часа несколько самых богатых людей мира таинственным образом погибли, включая известного папу. Улитка не покупал общественную версию о массовой эпидемии. Его предположение – это нечто более зловещее – нападение на мировую элиту. Несмотря на огромное богатство, Улитка неподражаемо скромный и далекий от стереотипа жадного магната, жаждущего власти. Улитка известен своей благотворительностью. Он помогает нуждающимся. Он даже спас тысячи рабов из зарубежных стран, привозя их в свои золотые шахты и предлагая им новый шанс на жизнь. Сейчас, когда мир погружен в хаос, Улитка задумал смелый план. Он хочет инвестировать крупные суммы в создание компаний для помощи сообществу. Эти компании решат срочные вопросы – энергетика, инфраструктура и многое другое. Управление будет осуществляться самими людьми, находящимися в комнате, включая Лауру. Миссия Снейла проста. Он хочет доказать, что не все богатые люди эгоистичны и материалистичны. Он считает, что, несмотря на свои богатства, трудолюбивые люди, такие как они, искренне заботятся о обществе. Они не только о своем богатстве. Они хотят принести процветание всем. Но не все в этом уверены. Yi, один из участников, выражает сомнение, задавая вопрос, как компания может выжить, не гонясь за прибылью. Снейл уверенно их успокаивает. Его компания поможет им деньгами. Он уверен, что есть и другие состоятельные люди, готовые вложить миллиарды, даже триллионы, чтобы помочь нуждающимся. Тем вечером, когда Лаура сидела на улице, Снейл подошел к ней с тихой уверенностью. Не колеблясь, он признался, что намеренно отклонил просьбу Себастьяна о привлечении Альбы в качестве бизнес-партнера. Снейл ознакомился с документами Лауры и нашел их намного более впечатляющими, чем у Альбы, особенно в управлении бизнесом. Было ясно, что Улитка не терпит Себастьяна, особенно его страсть тратить на роскошь для поддержания внешнего вида. Затем Улитка внезапно объявил, что хочет, чтобы Лаура возглавила компанию Себастьяна. Он вручил ей свою книгу, просил разослать ее по всему миру, чтобы показать, что не все богатые, коррумпированные и эгоистичные. После завершения встречи в Аляске все вернулись к своей обычной работе, выполняя приказы Улитки. Но не все были полностью согласны с этим. Yi, всегда ищущий выгоду, прилагал усилия для получения прибыли. Позже, когда Лаура просматривала свои социальные сети, ее накрыла волна тревожных новостей. Сообщения о террористических угрозах, нацеленных на самых богатых людей мира, а также тревожные слухи о загадочной вспышке, распространяющейся через предметы роскоши, вещи, доступные только богатым. Паника охватила ее, Лаура была одной из этих богатых людей. Но Кристиан, всегда спокойный голос разума, успокоил ее. Эти истории, объяснил он, были обманом, умышленные лжи, распространяемые для разжигания ненависти к богатым. Лаура, стремясь успокоиться, посетила аукцион, устроенный королевской семьей, чтобы помочь нуждающимся. Она без раздумий поставила $50 миллиардов. Она вспомнила совет Улитки использовать свои деньги с умом. Хотя это была огромная сумма, она почувствовала облегчение, зная, что эти деньги помогут тем, кто действительно в них нуждается. Подтверждение ставки – катастрофа. Внезапно ведущий аукциона начал судорожно дергаться, упал и, к сожалению, умер. Комната погрузилась в шок, а новости разлетелись по интернету, как лесной пожар. Все были в шоке. Еще более тревожным стало то, что начали поступать сообщения о смерти нескольких президентов из крупных стран. Некоторые люди даже начали праздновать эти смерти, открыто выражая свою ненависть к богатым. Это был опасный изменчивый поток. Когда Лаура пришла в компанию Себастьяна, ее встретил хаос. Сотрудники паниковали, и напряжение в воздухе было ощутимо. В своем офисе Себастьян был в ярости. Его только что уволил отец. Его компания теперь была в руках Лауры. Он не мог поверить в это. Его спокойная жизнь изменилась, когда он узнал о незавидной судьбе, сопровождающей выдачу наследства. Теперь богатым он испытывает тревогу из-за загадочных угроз, устраиваемых тайной силой, выбравшей вас избранными. Позже Лора попросила Кристиана забронировать рейс в Барселону, чтобы наконец встретиться с дочерью Анной. Тем не менее, Кристиан сообщил ей, что правительство отменило все рейсы. Лора не растерялась, ее решимость только усилилась. Она настаивала на другом способе, будь то вертолет или частный самолет, игнорируя стоимость и препятствия в своем пути. Ее сосредоточенность была непоколебимой, ничто не помешает ей добраться до дочери. Когда Лора направлялась домой, чтобы собрать свои вещи,
Вокруг нее начался хаос. Улицы были заполнены людьми в ярости и в отчаянии, которые пытались изгнать богатых из города. Слухи о загадочной эпидемии среди богатых вызвали панику, и страх Лоры усиливался с каждым мгновением. Она не могла удержаться от проверки своих зубов. В ужасе, что они могут начать светиться, как жертвы, о которых она слышала. Она думала, не заразилась ли она. На место пришла группа солдат, которые заявили, что перевезут Лауру в безопасное место. Но в тот момент, когда они заговорили о карантинном учреждении, Лаура точно знала, что они планируют. Она не собиралась с ними уходить. Не задумываясь дважды, она рванула к аварийной лестнице, чтобы спастись. Вскоре Кристиан позвонил, обнадеживая ее. Ему удалось забронировать для нее рейс. Когда она пришла в назначенное место встречи, она была не одна. Толпа богатых людей собралась, все готовые оставить свои машины, свои вещи, все, что они когда-либо ценили, чтобы покинуть город и избежать хаоса вокруг. Перед уходом Лаура обернулась к Кристиану, попросив его сохранить некоторые ее активы, пока ситуация с эпидемией не успокоится. Но, к ее удивлению, Кристиан отказался. Он боялся, что работа с ее состоянием может подвергнуть его опасности. В итоге он принял решение, которое шокировало Лауру. Он ее оставил. Когда вертолет взлетел, Лаура посмотрела в окно, и ее сердце сжалось. Военные машины собирали богатых людей, пытавшихся сбежать, и это зрелище вызвало панику среди людей. Некоторые требовали вернуться, опасаясь ареста за неповиновение, в то время как другие, более отчаянные, настаивали на продвижении вперед. Напряжение возросло, когда кто-то заметил, что его зубы светятся, что было верным признаком вспышки. Паника вспыхнула. В ужасном мгновении другие сбросили светящегося человека с вертолета, опасаясь, что вирус распространится на них всех. Когда Лаура наконец приземлилась в Барселоне, хаос был таким же сильным. В городе царил смятение. Обрушилась эпидемия богатого гриппа. Лаура в отчаянии искала новости о Снейле. То, что она обнаружила, оставило ее в шоке. Снейл исчез без следа. Более того, все его активы были уничтожены, не оставив ничего. Лаура, вспоминая книгу Снейла, отметила один отрывок. «Человек богат, если может устоять перед желанием иметь роскошные вещи». Слова ударили ее, как удар в живот. Она не могла не чувствовать ярости. Она неустанно трудилась ради всего, что имела, но не могла просто так все бросить. Идея была невозможна. Позже, когда Тони пришел, чтобы забрать ее и отвезти домой, их поездка была неожиданно прервана. Полицейские остановили их для рутинной проверки, и сердце Лауры забилось быстрее. Она спрятала все свои украшения и ценности в сумке. Но прежде чем она успела что-либо сделать, грузовик пронесся мимо, и полицейские начали погоню. Тони и Лаура воспользовались шансом на побег. Их сердца колотились, когда они уехали, едва избежав захвата. Вернувшись в родной город, Лаура наконец воссоединилась с дочерью Анной. Но встреча не обошлась без напряжения. Лаура встретила мать и не смогла скрыть раздражение. Марта, как всегда, имела свои теории. Она считала, что богатая простуда – это божественное наказание, что богатство – это не все. И казалось, что ее простая, скромная жизнь повлияла почти на всех в городе. Здесь люди жили друг для друга, поддерживая друг друга в трудные времена, не заботясь о материальных ценностях. Тем не менее, Лоре подошел старый друг Джек с тревожным выражением. Его голос был серьезным, а слова осторожными. Он сказал, что некоторые жители города знают о ней и не одобряют этого. Ночью Лора выразила свое недовольство. Она не чувствовала себя желанной в городе и думала об уезде в безопасное место для избегания хаоса. В тот момент, когда она собиралась сделать выбор, Джек вбежал с важными новостями. Военные идут, и им нужно срочно покинуть место. Джек сразу же предложил свою лодку, чтобы помочь Лоре и ее семье сбежать. Марта, всегда мыслящая практично, предложила им поехать в Танзанию. У нее был друг, живущий в горах, который мог бы их приютить. Это был их единственный вариант. На протяжении нескольких дней они плыли по бескрайнему океану. Его безбрежность сжимала их. По пути они встретили других состоятельных людей. Все они спасались на своих роскошных яхтах, так же, как и Лора, не имея понятия, куда направляются. Лаура не верила, что это ее жизнь. Всего несколько недель назад она жила в достатке, имела успешную карьеру и не знала финансовых проблем. Теперь она страдала, пытаясь выжить. В один прекрасный день произошло нечто неожиданное. Они увидели человека,
который плавал в открытом море и звал на помощь. Их быстро вытащили на борт, и женщина по имени Йолен объяснила, что она из Африки и была в море 6 дней. Но как только они расслабились, произошла беда. Из ниоткуда появилась ливийская военная лодка, окружившая их. Поскольку они помогли кому-то из Африки, солдаты захватили их всех и увезли в неизвестное место. На следующий день Лаура и остальные были вынуждены плыть к острову. У них было мало вариантов, и страх был ощутим. Угроза расстрела, если они не подчинятся, давила на них. С неохотой они поплыли к берегу и оказались на острове Лампедуза, часть Италии, где сейчас находятся другие состоятельные люди, которых перехватила ливийская военно-морская сила. Остров был в полном беспорядке. Люди в панике искали еду отчаянно и в смятении. Лаура и ее группа стояли в стороне, все еще пытаясь привыкнуть к хаосу вокруг них. Это не тот мир, который они знали. Но как только надежда начала угасать, Йолен пришла на помощь, сумев достать еду и напитки. Без колебаний она поделилась тем, что имела, с Лаурой и ее семьей. Это был небольшой акт доброты среди хаоса. Позже, в отчаянии, Лаура подошла к солдатам, охраняющим остров, надеясь, что они смогут предложить выход. Но солдаты могли предложить только одно. «Пущу». Нет выхода. Нет решения. Они были в ловушке, как и все. Искать выход с острова Лаура неожиданно наткнулась на Йи, который тоже оказался в ловушке. Когда она спросила о улитке, ответ Йи удивил ее. Он признался, что больше не заботится о богатстве, признавшись, что заразился богатой простудой. Этой ночью Лаура и остальные нашли временное убежище на перевернутом корабле. Устраиваясь, Лаура думала о том, как изменилась ее жизнь. Она никогда не думала, что богатство, которое она когда-то принимала как должное, приведет ее к такой беде. Вина мучила ее. Она чувствовала себя ответственной за страдания Тони, Анны и Марты. Она думала, что ее действия вызвали их бедственное положение. Несмотря на ее смятение, Тони успокаивал ее, настаивая на том, что это не ее вина. Однако Лора не знала, что Тони тоже заразился богатым гриппом, и время для него истекало. Он не говорил ей об этом, но знаки были очевидны. Когда они сидели в тишине, Лора не могла избавиться от вопроса, который мучил ее. Как Тони стал таким богатым, особенно когда ему не предлагали работу по написанию сценариев уже много лет? Именно тогда Тони открыл правду. Он заразился болезнью после того, как подписал ее активы Кристиану, которые она попросила его сохранить, опасаясь заразиться вирусом сама. Осознание ударило по Лоре как волна. Она совершенно забыла об этой просьбе и о том, какую роль она сыграла в их текущей ситуации. Теперь она поняла, что причина, по которой она не заразилась, заключалась в том, что она больше не была богатой. Это осознание давило на нее, так как она поняла, что ее собственные действия не только уберегли ее, но также непреднамеренно поставила своих близких под угрозу. Чувство вины было подавляющим, и она больше не могла избежать правды. Пока Тони и Лора беседовали, их мир вдруг разрушился. Ниоткуда два человека бросились на их дочь Анну, пытаясь похитить ее. Паника охватила Лору, когда она увидела, что Анна в опасности, и не раздумывая, она и Тони бросились в бой. Завязалась жестокая борьба. Тони и Лора сражались изо всех сил, отчаянно пытаясь защитить свою дочь. Но все приняло трагический оборот. В хаосе Тони был ранен ножом. Его кровь окрасила землю, пока он боролся за жизнь. Лора, поглощенная страхом и гневом, смогла одолеть одного из похитителей. В порыве ярости она убила его, ее руки дрожали, когда она наконец взяла ситуацию в свои руки. Но когда Лора посмотрела на Тони, ее сердце упало. Рана была ужасной. Тони, пытаясь остаться в сознании, получил смертельное ранение. Охваченная отчаянием и яростью, Лора обрушила свой гнев на оставшегося похитителя. Сбив его с ног с жестокой силой, ее эмоции вырывались с каждым ударом. В результате дыхание Тони стало слабым. Она пыталась спасти его, но безуспешно. Он сокамт к своим травмам. Он не умер от гриппа, а от ран, полученных в той жестокой битве. На следующий день Лаура с другими нашла группу, которая строила временную лодку. Единственный шанс выбраться с острова. Группа даже подготовила карту для их путешествия, что дало проблеск надежды в хаосе. Как только П была готова, они отправились, нуждались в спасении. Но их надежды рухнули, когда на горизонте появились корабли и разбили их лодку, разрывая воду с ужасной силой. Удар был разрушительным. В хаосе, который последовал, Лаура потеряла все. Ее дочь Анна и мать Марта исчезли. Тяжесть этого накрыла Лауру, как приливная волна.
Она была поглощена чувством вины, осознав, как мало времени провела с семьей, всегда погруженная в работу. Несколько дней Лаура без цели дрейфовала по открытому океану, сломленная и без чувств, пока волны не вынесли ее на берег. Ее нашли местные жители, которые приютили ее, предложив краткий момент убежища. Но радость была недолгой. Когда солдаты прибыли на берег, Лаура знала, что не может остаться. Она убежала, ее сердце стучало, пока она мчалась по незнакомым местам. К счастью, она наткнулась на добрую женщину, которая, увидев, как Лаура отчаялась, отдала ей свою одежду для маскировки. Хотя это был маленький жест доброты, он дал Лауре возможность снова уйти. Ее личность была скрыта под заимствованной одеждой, и единственная надежда на выживание оставалась в ее руках. С картой в руках Лаура продолжила путь, полная решимости найти Анну и Йолан. Против всех ожиданий она узнала, что обе женщины все еще в живых. Но известие о смерти матери Марты было тяжелым ударом. Лауре пришлось расстаться с последними узами ее прежней жизни. Ее горе и утрата были тяжелым бременем в суровой реальности выживания. 3 женщины продолжили свое путешествие, пробираясь сквозь густые толпы людей. Каждый шаг уводил их все дальше от прежней жизни. Но вскоре их путь был прерван. Разбойники напали на них, забрав все, что у них было, оставив лишь одежду на них. Лаура, Анна и Йолан, лишенные своих ценностей, не дрогнули. Их решимость была крепка, и теперь выживание стало для них самым важным. Прошло много дней, пока они двигались по жесткому ландшафту, их сила и решимость испытывались на каждом шагу. В конце концов, они нашли деревню, основанную теми, кто когда-то жил в роскоши, но предпочел простую жизнь. В этой деревне каждый был обязан сдать свои вещи, включая ее любимые часы. С неохотой она рассталась с ними, символом ее прошлой жизни, который ускользал. После сбора ценностей лидер деревни позволил каждому человеку забрать одну вещь, выбирая по очереди, с пониманием, что эти вещи будут разделены между общиной. Жители деревни, перенесшие множество испытаний, выглядели довольными своей простой жизнью. Они поняли, что богатство не делает счастливыми, и многие из них чуть не погибли из-за этого. Хотя в деревне царила мирная атмосфера, Лауру охватило тревожное чувство. Каждый раз, когда лидер наблюдал за торговлей, Лаура не могла вернуть свои часы. Как бы она ни старалась, кто-то всегда забирал это, оставляя ее с нарастающим чувством дискомфорта и беспокойства. В один прекрасный день, когда Лаура очищала ракушку, доводя ее до блеска, как у ювелирного изделия, она увидела женщину с роскошными часами. Не раздумывая, Лаура бросилась к ней, предлагая блестящую ракушку в обмен на часы. В этот момент у нее вгорело желание обладать роскошью, стремление к большему. Чувство это было давно потеряно в ее жизни полноправного богатства, и только сейчас медленно начало просыпаться. Ничего не подозревая, Лаура не знала, что эта жажда была предвестником болезни, состояние, которое влияет на тех, кто сильно желает богатства. Со временем вирус полностью возьмет под контроль их умы, питаясь их жадностью. Постепенно Лаура ощутила изменения. Ее зубы стали светиться, признак заражения болезнью. Становилось очевидно, что вспышка была не просто обычной чумой. Богатая болезнь поражала только тех, кто имел ненасытимую жажду большего, особенно богатых, которые никогда не могли быть довольны. Улитка, обладая колоссальным состоянием, не заразился вирусом, так как щедро раздал все свои богатства. В отличие от него, скромные и благодарные жители деревни остались нетронутыми, ведя простую и счастливую жизнь. Вирус процветал на коррупции и жадности, медленно разъедая тех, кто никогда не мог насытиться, независимо от того, сколько у них уже было. И по мере его распространения он постепенно разрушал их умы, ведя к медленной и мучительной смерти. И на этом фильм закончился. Таким образом, стремление к блестящим вещам может показаться веселым, но когда зубы начинают светиться и оказываешься в пустыне, стоит переосмыслить приоритеты.